привет! Я Алена Арт. Сегодня покажу, как я валяю свои авторские шарфы блюз по новой упрощенной технологии. Шарф блюз розовенький, вот с такой пряжей. Приготовила. У меня икеевская подложка для шкафов. Можно пупырку. Вода с мыльным раствором, с любым, с гелем для рук, средством для мытья посуды, с любым. Так, строительный целлофан управной, вот такой тоненький. Шерсть 18 микрон, Германия. Для того, чтобы показать, как работает ширина блокиратора на шарфе, я взяла вот разные ширины и разного цвета, вот такие вот скотчи. Отмеряю и рисую ширину предполагаемого шарфа. У меня эта ширина 30 сантиметров. Длина 3 метра. Я делаю длинные кисти. Значит, усадка будет, увалка, приблизительно 10%. Отрезаю целлофанчик. У меня разреженный 2 метра, окрашенный неравномерно. Красила сама. Ищу ту сторону, которая бы мне хотелось, чтобы она была лицевой. Шелк положила. Намочила. И начинаю работать с блокираторами. Значит, как я решила работать с блокираторами? Я решила, что с краю я положу узкие блокираторы. Вот такой вот. Это я разрезала пополам. Вот такой цветной скотч. Кстати, можно любой скотч, я пробовала, можно даже изоленту использовать. Ну, в общем, у кого что есть, то можно использовать. Видите, какая незадача. Вот такие у меня некачественные оказались блокираторы, синенькие. В общем, выкидываю их. Такого же размера будет беленький. Но хотела показать разных цветов. Ну, теперь покажу просто малярные. Скотч такой же ширины. Он будет беленький. Так, приклеиваю блокиратор. Узкий я решила делать с краев. И к середине иду более широкими блокираторами. Блокиратор приклеиваю шире, чем ткань у меня лежит. Смело приклеиваю в разных направлениях. Вот там, где лежит блокиратор, там будут видны ниточки у нас. Шире. Я делаю такой некий хаотичный рисунок. Вот я как хочу, так и приклеиваю его. Главное, чтобы видеть то, на который я положу шерсть. Это вот будет рисунок шарфа. Если угол заканчивается здесь, значит вот блокиратор на блокиратор. Дальше не веду. Это узенький блокиратор. Все можно взять и пошире. Блокиратор пошире. Так. Запоминаем. Вот. Делаю прямую линию. И посмотрим, как поведет себя шелк блокиратором.
блокираторы совершенно не хотят работать. Бессовестные вообще. Опять бракованный блокиратор. Ну что это такое? Ну что это такое? Все, нет мотива. Теперь мы работаем с этим. Посмотрим, посмотрим. Красотень. У меня вот такая чудесная шерсть. Я с ней, конечно, поступаю очень жестоко. Я выковыриваю оттуда цвета, которые мне надо, которые подходят к моему шелку, которые не будут перебивать цвет шелка. Вот. И раскладываю свою любимую ленивую раскладку. Ну, для тех, кто смотрел уже мои мастер-классы, знают, да, что ленивая раскладка – это вот такое вот действие. Раздвигаем шерсть до тоненьких прядочек. Так, и кладу на места, где лежит шелк. Я заполняю все места, свободные от блокиратора. На блокираторах не должна лежать шерсть. Выложила. Так, теперь ниточки, пряжа. Я оставляю длинные кисти. Кто не любит длинные кисти, может оставлять маленькие. Все неровности, асимметричности – это ко мне. Я вас не буду учить делать ровный край. Из ровного я всегда делаю неровный. И последнее. Где стык блокиратора будет самая большая дырочка. Вот там желательно, чтобы лежали широкие части пряжи, если это пряжа с утолщением, или достаточно равномерно она лежала, потому что на пряже будет там все держаться, вся красота.
намочу все от и до полотно шелка. Вот эти кисти не намочу. Распределяю край. Вот здесь более-менее равномерно, чтобы лежало. Лежали кисти, выходили из шелка. И теперь для тех, кто валяет руками, у кого нет возможности валять виброшлифовалкой, мои любимые, купите виброшлифовалку, купите себе виброшлифовалку. Так, закрепляю все края элементов шелковых, ограниченных блокираторами, вот такими полосочками. И тогда с изнаночной стороны шарф приобретает совершенно другой стиль. Если с лицевой стороны он нежный и романтичный, то с изнаночной стороны можно сказать, что он такой джинсовый, стильный, в полосочку разноцветную. Вся пряжа заложена шерстью. Где не заложена, там заложу. Сейчас его, оказывается, не схалтурила. Ну, бывает. Так, еще где-то видела. Вот. Так. Вот. Все. Вся закреплена. Это для тех, будет проще валять тем, кто валяет без виброшлифовалки. Как следует намочить вообще все сейчас. И полосочки эти. И как следует намочить пряжу. Накрываем. Прижимаем. Так, чтобы все равномерно распределилось. Все наше водное пространство. Ну, какая красота. Для тех, кто решил валять руками без виброшлифовальной машинки, простые движения руками по пленке, трем о пузырике икеевской пленки. Долго-долго трем, 100 раз на одном месте, с одной стороны и 100 раз на другой стороне. Для моих 100 раз пригодится вот эта тяжеленная виброшлифовальная машинка Makita. С одной стороны считаю до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на каждом участке. Вот до стольки считаем. Ну и то, что обещала. Мячик. Для чего он у меня? Он у меня для того, чтобы не болела спина. И не было целлюлита. Кто-то спрашивал, как я валяю на мячике? Вот так я валяю на мячике. Я мячиком не валяю. Я на нем катаюсь, когда работаю виброшлифовалкой. Но вообще и раскладывать палантин удобно с мячиком. Так, все, ко мне, ко мне, ко мне. Идите ближе. Шарфик ближе. Так. Вот так. Спину не напрягаем ни при раскладке, ни при валянии. Значит, упор на ноги и спина выгнута. Вот. Она расслаблена. Когда валяем виброшлифовалкой, если спина расслаблена, там нечему будет болеть. Пресс можно втянуть, живота не будет. Это как мне написала одна девушка, да, как пока валяешь блузу 44 размера, похудеешь до 42. Да, худеешь до 42.
Начинаем с иглы. Для тех, кто валяет руками, расправляем все как следует. У вас сожмется это еще больше, чем виброшлифовалка. Я экспериментировала, я знаю, о чем говорю. И продолжаем то же самое делать с лицевой стороны. То есть 100 раз на каждом месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и так далее. Знаете, мозг как обманывает. Ты считаешь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, там 80, а потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 100. И потом только понимаешь, что ты досчитал не все 100. Такой у нас хитрый мозг. Так, я валяю виброшлифовалкой. Я считаю до 30 на каждом месте. У меня тяжелая, мощная виброшлифовалка, очень тяжелая. Поэтому какая у вас, я не знаю. Может быть, там 50 надо считать раз. Так, проваляла здесь по 30 ударов виброшлифовалкой с лица. Теперь для тех, кто валяет виброшлифовалкой, переворачиваю и еще раз пройдусь раз по 20. Потому что первый раз, те, которые были 10, это я прижимала шерсть к шелку, иначе бы начало быстро все сваливаться виброшлифовалкой, и я не успевала бы расправлять. Так, ну еще раз виброшлифовалкой по изнаночной стороне. Кисти не трогаем, не валяем, валяем только шелк, шерсть. Достаем наш шарфик. Те, кто валяет руками, шарф заматывают в пленку, в полотенце и катают рулон. Те, кто валяет виброшлифовалкой, катать рулон в этом шарфе не обязательно. Шелк разреженный, пряжа чисто шерстяная, все прекрасно приваляет с виброшлифовалкой. Сейчас мы будем разрезать наши любимые блокираторы и будем смотреть, что там получается. Для этого сначала их надо освободить. Свободу блокираторов от пленки. Только не отрезайте их близко к шарфу, просто их от пленки отсоедините. Перевернули шарфик. И спокойно садимся заниматься кропотливым занятием освобождения блокираторов. Вот это у нас изнаночная сторона, мы ее не трогаем. Блокиратор снизу, ножницы разрезают шелк посередине. Иногда удобно вот так. Вот я вас сейчас плохо научу. Оно удобно, но, знаете, надо навык иметь. Так, здесь у нас два блокиратора соединены. Те, которые соединены, мы разрезаем, стараемся вот в месте соединения, туда поближе приблизиться, место соединения, а дальше уже по центру. Так, опять я упрощу себе задачу. Это можно делать, но будьте осторожны. Не надрежьте пряжу. Только шелк, только шелк.
Вот большие блокираторы разрезаю. Еще раз говорю, проще разрезать, если вот так делать их. Оп. И тогда быстренько. Большие. И получаются вот такие широкие окошечки из пряжи. Так, это мы экспериментируем с большими, со средними. Так, вот какие. У больших блокираторов получаются окна. Так, вот это вот средний блокиратор. Шарфы с большими блокираторами вы можете посмотреть на сайте diletant.com в моем магазине. Шарфы блюз. Там красный, черный и зеленый с большими блокираторами сделаны. К сожалению, у меня их уже нет. Показать мне нечего, как обычно. Нет, вообще к счастью, что их у меня уже нет. У меня их уже купили благополучно. И люди носят, радуются и благодарят. Ой, смотрите, у меня непредвиденный казус. У меня один блокиратор вылез. Значит, что можно сделать? Можно найти спицу вязальную и продеть ее на место блокиратора. Посмотреть, не задевает ли она пряжу. И резать по шелку. Ну, в общем, мне не нужна. У меня опыт. Принесли в раковину. Включаем воду. Тепленькую. Вот такая тоненькая струйка должна течь. И что мы делаем? Мы месим под тонкой струйкой до тех пор, пока не останется мыло. Сейчас отжимаю полотенце. Что я делаю? Расправляю кисти. И даю вид шарфу. Так, шелковую трюшечку потянули туда-сюда. Посмотрели, как нравится больше, чтобы шелк лежал. Вот краешки эти шелковые, которые у нас были на блокираторах. Мы их расправляем, чтобы они выглядели симпатично. Тянем шарф во все стороны спокойно. Ничего с ним не случится, ничего нигде не оторвется, ничего не отвалится. Вот так работают большие блокираторы, вот так работают средние блокираторы, вот так работают маленькие.